Девчонки, приветствую вас! Наконец-то сняла видео про жирную кожу, про уход за жирненькой кожей, потому что именно так нужно к ней относиться. Я знаю, что она доставляет вам много неудобств, но тем не менее, если вы поймете, как с ней обращаться, и поймете, насколько вам повезло, поскольку на жирной коже морщины формируются гораздо позже, чем на сухой, ведь именно сухость провоцирует потрескивание, шелушение вследствие морщины. Я вам объясню, какие компоненты в косметике подходят для вашего типа кожи, чтобы вы самостоятельно могли ориентироваться в этом огромном количестве косметических средств. Ведь я знаю, многие из вас уже совершали ошибок, мне писали, что кто-то пересушил кожу агрессивными компонентами, теперь она и жирная, и проблемная, еще и обезвоженная. Итак, компоненты в косметике для жирного типа кожи. Это центелла, алоэ, зеленый чай. Для проблемной кожи это чайное дерево, сода, кислоты BHA, в частности гликолевая и салициловая. Неоцинамид – это водорастворимый витамин В3, высветляет кожу. Не ваши компоненты и вообще ничьи компоненты – это различные спирты. Есть разные формы спирта, которые вроде как работают как консервант, как растворитель, но все-таки я лично рекомендую избегать наличия любых спиртов, которые обозначаются как алкоголь в той или иной форме в косметике для любого типа кожи. Также избегайте таких компонентов, как глицерин, минеральное масло, касторовое масло. Все это потом приводит к воспалениям, к комедогенности, а также именно из-за этих компонентов часто жалуются на скатываемость косметики. Также для жирной кожи очень важно, чтобы составы были чистые. И начнем с этапа очищения. Вот, например, пеночка бренда Елизавека, она у меня уже в таком вот непотребном виде, потому что мы ею активно пользуемся. Она с муцином улитки и с коллоидным золотом. Вообще есть такое мнение, что золото – это очень хороший антивозрастной и противовоспалительный компонент. С ней очень легко обращаться. Она хорошо мылится, она хорошо смывается. То есть есть такие пенки, которые нужно много-много воды, чтобы убрать ее с кожи, и все равно оставляет она какую-то пленку или какой-то липкий след. А это смывается моментально. С одного-два раза у вас на лице практически ничего не останется. При этом она не пересушивает кожу. И воспаления, если они у вас есть, то потихоньку они будут у вас уходить. Еще одна пенка, также не агрессивна, но также хорошо очищающая, с центеллой и зеленым чаем бренда Purita. Здесь, кроме центеллы, есть еще лимонная кислота. Она будет выравнивать кожу, высветлять ее. А на первом месте центелла азиатская. Я рассказывала про этот компонент в одном из видео. Он не подходит для сухой кожи, он специально придуман для жирной кожи, потому что он работает как противовоспалительный компонент и одновременно не пересушивает кожу. Здесь короткий довольно-таки состав, компонентов штук 15, наверное, но зато нет ничего лишнего, и все компоненты, они все по делу. Отшелушивание. Я знаю, что у девочек с жирной кожей всегда возникает желание отшкрябать кожу, избавиться от шелушения, от этих прыщей, там, от каких-то высыпаний. Я хочу вас уверить, что ваш тип кожи требует очень бережного отношения, просто отшелушивайте ее постепенно. Ваше отшелушивание должно иметь текстуру не грубую. Грубые текстуры – это вообще прошлый век, но должно иметь хорошие такие действенные компоненты, которые будут за счет своего свойства обеспечивать отшелушивание. Например, грейпфрутовый пилинг-скатка бренда G9 Skin. Базовый компонент этой пилинг-скатки – это экстракт грейпфрута, такой, знаете, насыщенный витамином С. Хорошо сужает поры, тонизирует. Также здесь присутствует гликолевая кислота. То есть, если есть у вас какие-то высыпания, то она потихонечку будет вам убирать. Ну как потихонечку? Гликолевая кислота, она довольно эффективное так-то средство. С удовольствием могу порекомендовать вам энзимную пудру бренда Wishtrend. Это широко известная в узких кругах пудра, которая обладает хорошим таким эффективным отшелушивающим действием, но и отшлифовывает кожу. После ее использования вы видите, что у вас кожа прям, знаете, приобретает такой блеск, не жирный, а вот такое вот здоровое мерцание. При этом кожа дышит, кожа ощущение, как будто она чистая-пречистая. Что является отшелушивающим компонентом в этом продукте? Это экстракт папайи, это ферментированный продукт, абсолютно растительного происхождения. Также в составе есть зеленый чай и сода. Я нашла в свое время удивительный тоник в бренде Елизавека. Он на 100% состоит из экстракта той самой центеллы. Вы знаете, что это значит? Это значит, например, как будто вы заварили какой-то травяной сбор,
процедили его и потом им пользуетесь. Вот это примерно вот то же самое. Он практически не имеет запаха, он практически не масляный, он совершенно нейтральный, но тем не менее он хорошо работает именно на возрастной и склонной к жирности и жирной коже, потому что он ее и не пересушивает, он и страхует ее от всякого рода воспалений. Для тех, кто любит тонизирование кожи, чтобы был хороший такой свежий цвет лица, я предлагаю вам попробовать вот такой вот гель с витамином С. Тоже чистейший состав, здесь аскорбиновая кислота и экстракт облепихи. У него гелевая текстура. Он при нанесении не создает никакую липкость, быстро впитывается, и вы практически не чувствуете его на коже. Поэтому для жирной кожи он будет идеален. С утра, после того, как вы умылись, вместо тоника можете нанести его и дальше уже следовать своей обычной уходовой рутине. Абсолютно крутое антивозрастное средство – это тонер бренда Bueno. Здесь в формуле находится группа пептидов, также неоцинамид. Для жирной кожи он подойдет, поскольку в составе есть масло чайного дерева, будет убирать и воспаление. Он не жирный, хорошо впитывается в кожу. Пептиды здесь те, что нужно пептиды. Они действительно будут работать на разглаживание морщин, на улучшение тургора кожи. Сыворотки. Девчонки, если у вас кожа спокойная и нет проблем никаких с воспалениями, то можете смело использовать бифидобактерии. Это очень хорошо для того, чтобы поверхностный слой кожи приводить в порядок. Вам как раз вот это и нужно. Например, сыворотка с бифидобактериями бренда Елизавека, она состоит на 100% из этих бифидобактерий. Единственный ее недостаток, что она по текстуре это просто, ну вот один в один это водичка, короче говоря. Вот. И поэтому, если вы пипеткой попытаетесь действовать так, набираете на руку, но она будет стекать у вас. В общем, вам придется как-то приспособиться, голову закидывать назад, чик-чик-чик, быстренько распределять, чик-чик, распределять вот таким образом. Если на вашей коже возникают так или иначе воспаления, я вам предлагаю другую сыворотку. Это бренд Кос де Баха. Сыворотка с неоцинамидом. У нее в составе есть цинк, который будет подсушивать кожу немножко, будет ее успокаивать. Есть также алоэ вера, кремы. Крем бренда Мизон с муцином черной улитки. Роскошный состав, никакой химии, ничего зловредного, но зато огромный список экстрактов из различных растений. Муцин улитки стоит на первом практически месте. Да, такое встречается не так часто. Я бы не стала рекомендовать вам ни одно средство с муцином улитки, которое бы я не протестировала на себе, поскольку всегда муцин улитки идет в формулах с какими-то другими компонентами, и всегда результат на коже, он очень сильно отличается. Сама по себе улитка, конечно, она крутая, я уже рассказывала об этом неоднократно, но бывает, что на коже она оставляет пленку или вызывает какую-то жирность, а вот этот крем, он абсолютно не жирнит кожу, он настолько ее делает спокойной. По текстуре похож на все кремы с улиткой, немножко такой, знаете, видите, ниточка у него есть. Вы его наносите, он очень тонко распределяется прям в водичку. Немножко совсем нужно подождать, он раз впитался и все. Еще один крем с пептидами и центеллой бренда Isentry. Также у него есть эпидермальный фактор роста. Бояться его не нужно. Он вот просто очень хороший антивозрастной компонент, который укрепляет тургор кожи. Никакой вредности для лица он в себе не несет. Чем он мне еще нравится, что он зелененького цвета, и он будет нивелировать красноту. Ну и последнее, что хочу сегодня сказать, это обязательно пользуйтесь альгинатными масками. Например, маска бренда Unskin, у них вообще очень много масок, они специализируются на альгинатных масках. Это с зеленым чаем, есть у них охлаждающая. Я для вас нашла, конечно, моя задача какая? Обязательно найти какие-то средства с антивозрастными составами, поэтому я даже в альгинатной маске нашла ту, которая в составе имеет пептиды. Она дает сужение пор, дает разглаживание кожи, она матирует кожу. Девочки, это на сегодня все. Это был такой короткий ликбез и короткий обзор продуктов. Я буду дальше показывать какие-то интересные средства для вашего типа кожи, безусловно. Поэтому будьте на связи, колокольчик теребите, чтобы уведомления получать. Всех целую, хорошего настроения вам. Пока!